Приветствую вас на канале Техревизор. Купить смарт-часы от Apple, Samsung или Google легко, не страшно, предсказуемо, когда у тебя в кармане 30-40 тысяч рублей. Но какие часы выбрать, когда бюджет ограничен, скажем, 10 тысячами или 7-8? Чтобы упростить жизнь, я собрал рейтинг из 6 лучших смарт-часов в 2024 году с ценником до 10 тысяч рублей. В топ попали модели под разные вкусы, потребности и пожелания. Найдутся отдельные варианты для мужчин с брутальным дизайном, утонченные часы для женщин, универсальные для ежедневной носки на работу, учебу, разные формы с разным функционалом и даже сугубо детские с камерой, GPS-отслеживанием, датчиками состояния здоровья. В общем, если вас какие-то конкретно заинтересуют, а вас точно заинтересуют, можете перейти по ссылкам в описании под видео и ознакомиться с отзывами, актуальным ценником. Сейчас же я только прошу поставить лайк, подписаться на канал и давайте начнем знакомиться с участниками. На шестом месте Xiaomi Redmi Watch 3. Самая доступная модель из всего рейтинга. С ней мне уже приходилось встречаться в топе бюджетных смарт-часов. Кстати, там эти Watch 3 заняли первое место. Они созданы для тех, кто ценит стильный и аккуратный внешний вид, который прекрасно вписывается в городской ритм. Их также можно рассмотреть для покупки в качестве первых, понять, нужен ли вам такой девайс вообще, как он работает и чем может быть полезен. И чтобы не брать какие-то ноунейм часы с Озона за 500 рублей, лучше уж рассмотреть сразу что-то адекватное. Redmi Watch 3 выглядят приятно. Прямоугольный корпус, который на первый взгляд напоминает Apple Watch, только добавляет солидности. Понятно, роликовой кнопки тут нет, так что до полного закоса не дотянули. Но это и не обязательно. Экран на 1,75 дюйма, яркий и четкий AMOLED с разрешением 390 на 450 пикселей. Приличная диагональ, удобная для чтения сообщений и уведомлений, еще и с плавной прокруткой 60 Гц. Единственное, что может вызвать грусть — пластиковый корпус. Металл, конечно, внушил бы больше доверия, ощущался тяжелее и тактильно приятнее, но зато пластик позволяет забыть, что часы вообще на руке. Они весят всего около 30 грамм, так что здесь все. Вопрос личных предпочтений. Что касается автономности, рекордов не бьет, но свои 7-10 дней часы живут от батарейки на 280 мАч. Заряжаться приходится не так уж и часто, а функции вроде ответа на звонки, уведомлений, Always On Display, GPS, спортивных режимов и контроля здоровья присутствуют в полном объеме. Так что по опциям тут не обделили ни капли. А вот смарт-часы для детей. Huawei Watch Kids 4 Pro. Хорошие, дорогие, тоже отдал им первое место в категории детских. Экран тут, естественно, на AMOLED. Диагональю 1,4 дюйма с разрешением 320 на 360 пикселей. Но картинка на них все равно четкая, яркая и насыщенная. Для детских глаз самое то. Кстати, еще встроен датчик освещенности, то есть часы автоматически подстраиваются под яркость экрана так, чтобы глазам было комфортно. Внешние часы и близко не такие строгие, как прошлый Redmi Watch. В целом, такой задачи и нет. Наоборот, симпотные в розовом или синем цвете. При этом главное, что корпус защищен по стандарту 5 АТМ. То есть с ними ненадолго можно и в море, и в бассейн, и куда угодно на глубину до 50 метров. Главное, не забывать после водных процедур отряхнуть часы от воды и включить режим очистки, чтобы они полностью просушились. Отсюда же выплывает возможность использовать часы для тренировки в бассейне, чтобы фиксировать активность, время и так далее. Есть режимы и для других видов спорта. Прям как во взрослых часах получается. Из ноу-хау в их корпус встроили LED-подсветку. Она срабатывает в разных сценариях. Например, в темноте под ритм шагов ребенка или во время работы будильника. Более того, есть даже датчик ультрафиолета, который следит, чтобы ребенок не проводил слишком много времени на солнце. Ну и на месте все остальные базовые функции. GPS для отслеживания местоположения ребенка, камера на 5 мегапикселей для передачи четкой картинки в HD разрешении, микрофон для звонков. При этом в часах стоит огромная батарейка на 800 мАч. Только живут всего 2-3 дня на одном заряде. Впрочем, как и все детские часы. Четвертое место за Amazfit GTR Mini. Эти часы круглой формы небольшого размера, которые я бы скорее отнес к женским, хотя бренд позиционирует их как универсальный стильный девайс на каждый день. На мускулистой мужской руке они смотрятся, как-то не солидно. Как ни крути циферблат и не подбирай ремешки, аккуратный тонкий корпус смотрится только на такой же руке. Максимум на подростковую еще можно нацепить. А для мужиков есть вариант покруче, он уже скоро, так что не переключайтесь. Экранчик тут небольшой, на 1,28 дюйма, но при этом для него сделали разрешение побольше,
416 на 416. От этого плотность пикселей выше и картинка четче. При такой же хорошей AMOLED-матрице еще и цвета яркие, насыщенные. В солнечный день часов хватает, чтобы читать уведомления, смотреть время, копаться в настройках и так далее. Из функционала только ничего интересного. Звонки не поддерживаются, тут попросту нет разговорного динамика и микрофона. При этом остается хороший GPS с точным отслеживанием. Это пригодится, например, бегунам для отслеживания маршрута. Также для всех остальных видов спорта есть еще 120 режимов, в которых считывается нагрузка на ваш организм. В приложении можно будет посмотреть пульс, насыщение крови кислородом, уровень стресса и все такое. Тут еще можно скачать другие приложения из экосистемы для фитнеса и здорового образа жизни, но по большей части они все бесполезны. Хватает и встроенных опций. Все это дело работает на одном заряде порядка 10-14 дней. В эконом-режиме все 20, в активном 7. В целом базовая батарейка на 280 мАч со своей задачей справляется. На третьем месте стоят еще одни Amazfit, только GTR 3. Они стоят даже слегка подешевле прошлых мини, но есть пара моментов. Во-первых, GTR 3 большого размера, экран на 1,4 дюйма. Конечно, не гиганты, но уже лучше смотрятся на мужской руке. И если прошлые вас оттолкнули из-за маленьких размеров, можете рассмотреть эти. По крайней мере, если искали что-то такое в тонком и стильном дизайне. Экран тут не стал хуже. Разрешение 480 на 480 с высокой плотностью пикселей, классная AMOLED-матрица и сочные цвета. Сам по себе корпус слабо изменился, разве что чуть крупнее, тяжелее. Но тот же металл, та же защита в 5 АТМ. Помыть посуду, принять душ, покупаться в море и бассейне хватит. Да, и несколько падений переживут уж точно. Хотя все равно с часами лучше поосторожнее. Они все-таки больше для рутинного ритма офисного рабочего или студента. Людям с активным образом жизни, походами и любителями экстремального вида спорта подойдет что-то жестче. Ну и еще в GTR-ах батарейку немного апгрейднули. 450 мАч, так что эти часы в среднем темпе живут около 20 дней. В эконом 30 дней, хотя тут тоже все зависит от условий использования. Толком никаких изменений нет и в плане функционала. По сути, все то же самое. Есть GPS-трекер, больше режимов тренировок, круглосуточное измерение пульса, насыщение кислорода в крови и уровня стресса. В общем, о здоровье эти часы позаботятся точно так же, как и прошлое. Ну и также остальной функционал, который есть в фирменном приложении. Управление плеером, будильник, напоминалки, уведомления, погода и все такое. На втором месте топа стоит Honor Watch GS Pro. И эти часы точно не для повседневной городской суеты. Они массивные, внушительные и будто созданы для тех, кто мечтает жить на грани экстрима. Толстый корпус, ремешок в стиле милитари, металл, который придает солидный вес. В целом, это характеристики девайса для экстремалов и выживальщиков. Ну или мужчин, которые хотят просто что-то такое мощное. Боятся эти часы мало чего, так как соответствуют военному стандарту защиты. И речь тут идет не о какой-то там базовой степени. Они выдержат и высокую температуру, и вибрацию от стрельбы, и падение с высоты, и песок вперемешку с пылью, грязью, дождем. Короче, если вы из тех, кто регулярно ищет приключения на свою пятую точку, это ваш выбор. Удивила возможность общаться через часы. Для устройства, созданного для суровых условий, в них каким-то чудом уместили и микрофон, и динамик. Хотя, честно говоря, микрофон не самый лучший. Голос для собеседника звучит четко только в тихих условиях. Но в случае необходимости связаться с кем-то через часы все же можно. А вот к динамику претензий нет. Звук передается четко и ясно. Теперь про автономность. Здесь тоже все продумано для активных путешествий и походов. Встроенный аккумулятор на 790 мАч протянет около 25 дней без подзарядки при умеренном использовании. Для такого количества функционала очень хороший показатель. И если вам нужны не изнеженные городские часы, а такие, которые можно смело брать с собой в грязь, на вулкан или в другие экстремальные условия, то Honor Watch GS Pro вполне достойны внимания. Первое место рейтинга я отдал Honor Watch 4. Плоские, стильные, красивые, не вызывающие, универсальные. Конечно, какой-то особенной защиты по военному стандарту они, что сразу видно, не оснащены. Максимум 5 АТМ. Но за счет этого в целом подойдут на любую руку, и мужскую, и женскую, и подростку. В этот тонкий корпус сместили хорошую батарейку на 450 мАч, а это уже выше среднего. По крайней мере, на 2 недели активного использования хватает. С тренировками, включенным GPS, Always One дисплей, звонками и так далее.
Да, принимать звонки тут тоже можно. Микрофон и динамик на месте. Скажу сразу, на особенно хороший микрофон не рассчитывайте. Если идти по шумной улице или скупляться в магазине, собеседник сразу поймет, что вы говорите либо через наушники, либо через часы. А вот где-нибудь дома, в кафе или в машине очень даже ничего получается голос. Разборчивый, четкий. Так что польза от этого все же есть. Также мне понравился размер экрана — 1,75 дюйма. Да и все-таки квадратная форма немного практичнее в плане текста и прочтения уведомлений. Но вкусовщина — дело такое. По качеству вопросов нет. Разрешение 450 на 390 пикселей, AMOLED-матрица и, главное, частота обновления 60 Гц. А то вот эти рывки при свайпах все впечатление портят, по крайней мере мне. В общем, часы по функционалу и по внешней части выглядят даже слегка дороже своей стоимости. Но после покупки хотя бы не создается ощущение дикой переплаты, как в случае с известными часами, которые разве что на подарок кому-то купить можно. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.